Я живу в Швеции. У детей сейчас рождественские каникулы до 11 января. Много свободного времени, поэтому мы усиленно плаваем несколько раз в неделю в бассейне, ходим в кафе, гуляем по магазинам, рождественским рынкам. Здесь не носят маски, и в целом вся стратегия основана на общих рекомендациях, приказов нет. То, что шведы за прошедшие 11 месяцев не вымерли, это бревно в глазу у стран, где политики тираны, и они готовы накинуться на любой выступ, лишь бы дискредитировать стратегию Швеции, которая основана на очаговой защите групп риска без введения жестких мер всему обществу. Российские СМИ вроде «Медузы» называют это радикальным социальным экспериментом. По-моему, такая тактика противоположной подмены понятий и есть определение инфотеррора. Ведь по факту эксперимент здесь проводят именно те, кто ввел жесткие меры. Такого раньше никогда не было. Это экспериментальная стратегия. А вот очаговая защита групп рисков – это общепризнанный способ, методика здравоохранения, использующаяся уже 100 лет. Вот список стран, которые проводят радикальный социальный эксперимент, запирая здоровых людей на домашний арест, чего раньше никогда не было. Они вводили первый, либо второй и даже третий локдауны, либо все 3 локдауна, как Австрия. В Германии второй локдаун длится уже 2 месяца, и его, похоже, продлят. Какой самый разумный способ отреагировать на болезнь с выживаемостью 99,96%? Конечно же, внедрение экспериментальной вакцины с неизвестными последствиями для здоровья. А эти радикальные здоровые бессимптомники, да как они посмели увильнуть от игроков фармапромышленности, неоднократно доказавших свою коррумпированность и зарабатывающих на созданных ими же вечных болезнях. И просто закройте глаза на то, что по той же логике, как использование большего количества антибиотиков означает больше мутаций бактерий, также и внедрение большего количества вакцин означает, что вирусы чаще мутируют. Другими словами, если вы делаете себе прививки, то вы подвергаете других опасности, вынуждая вирусы мутировать. Но это не так страшно. Самое главное, что вы следуете советам экспертов. Здоровые люди, которые думают, что больны, называются ипохондриками. А как назовем тех людей, которые приписывают другому человеку болезнь, несмотря на то, что он здоров? Я сделала табличку умерших по странам с «от ковид», в кавычках, потому что не доверяю официальным цифрам. Введу, например, ковидных надбавок для врачей. То есть понятно, что они заинтересованы в введении пациента именно под ковидным зонтиком. Или ввиду странного исчезновения гриппа и ОРВИ. Но других цифр у меня нет, возьму официальные. Этот столбик умерших на 1 сентября, а этот столбик умерших на 25 декабря. И посчитаем прирост. Здесь я отсортировала страны по нарастающей. У шведов прирост самый маленький. Что это может означать? Ну, как минимум, что маски и жесткие меры не сработали. Но можно сделать выводы о том, что это именно они привели к более высокому приросту смертей в других странах. Как и говорил шведский Андерс Тегнел уже весной, вторая волна у них не такая жесткая ввиду приобретенного натурального коллективного иммунитета. Кстати, ВОЗ между делом убрала понятие натурального иммунитета из определения коллективного иммунитета. Теперь его можно добиться только посредством вакцин. Понятно, что при таком раскладе необходимо пустить по миру антишведскую пелену. Понятие коллективного иммунитета, также известное как популяционный иммунитет, используется применительно к вакцинации, которая может обеспечивать защиту населения от того или иного вируса при достижении определенного порогового значения охвата вакцинации. А теперь зайдем в архив июня 2020 года. Коллективный иммунитет – это косвенная защита от инфекционного заболевания, которая возникает, когда у населения есть иммунитет в результате вакцинации или иммунитета, выработанного в результате предыдущей инфекции. Вот это и есть натуральный иммунитет, выработанный населением естественным образом. С чего вы взяли, что ВОЗ не имеет права переписывать медицинские факты? Они же Министерство правды. Если они говорят, что ковидный иммунитет исключительно вакцинный, если они обнулили иммунную систему, то нужно им верить, нужно доверять организациям здравоохранения. Ну и что все, что они советовали, не сработало. Локдауны не сработали, тестирование провальное, маски не помогают. Зато теперь они говорят, что вакцины сработают. Надо доверять науке. Хотя наука вроде основана на рациональном скептицизме, а не на вере. Никто не отрицает вирус. Но продавать нам ежегодный ОРВИ в качестве киллера, урезая нашу свободу, разрушая средства к существованию, криминально. Давайте еще поставим число умерших с населением страны. Я здесь выделила зеленым те страны, в которых не было ни одного локдауна. Япония, Беларусь, Швеция. На самом деле их больше, я здесь просто для примера взяла страны, которые у меня на слуху. Посмотрите, Япония, ни единого локдауна. Насчет Беларуси хотела бы сказать, что Лукашенко не брал финпомощи от Международного валютного фонда в размере
940 миллионов долларов, потому что одним из требований было введение жестких мер в стране. По сути, это была взятка, и Лукашенко ее отклонил, не исключая, что в отместку ему навесили проплаченный протест. Я в совпадение не верю, он уже у власти с 1994 года, но протесты начались именно 26 лет спустя, в течение месяца после того, как он отклонил предложение Международного валютного фонда закрыть страну. Белорусы, буду вам очень благодарна, если вы напишите в комментах, верите ли вы в такие совпадения. Далее, Швеция. Умерших от населения процентуально меньше, чем в Великобритании с их бесконечными локдаунами. А Андерс Тегнел говорит, что сравнивать надо именно с Великобританией по ряду факторов. Поэтому признать свою стратегию ошибочной, по крайней мере основываясь на цифрах, давно пора Джонсону, так как их ВВП упал на 10%, а шведский на 5%, так как у них больше процентуально смертей не только от ковид, но и коллатеральных. Да и в целом на кону шведская свобода против английской диктатуры. В любом случае цифры говорят об одном. Есть и другой путь, и его нам прекрасно показал главный шведский эпидемиолог Андерс Тегнел. Теперь насчет того, что король Швеции якобы признал их стратегию в борьбе с ковид неудачной. Якобы потому, что он этого не признавал. Королю Швеции запрещено высказываться на политические темы. Это незаконно. Согласно Конституции, король, являющийся главой государства, лишен всей политической власти. Ему осталась лишь символическая власть. Он не политик, а символ единения шведского народа. Nej, men det är väl helt enkelt att vi har jag anser vi har misslyckats. Vi är ändå det är ett stort antal som har avlidit helt enkelt, och det är ju fruktansvärt. Det är någonting som vi alla lider med, tror jag, att vi inte har kunnat hjälpa dem, och det är ju en ganska, ska inte säga, men det är tråkigt. Det är helt enkelt bara fruktansvärt tråkigt. А что еще от него ожидали? Чтобы он радовался умершим от ковида? Разумеется, он признает это трагедией. Хотя, как по мне, это дискриминация по отношению к тем шведам, которые умерли по другим причинам. А их в 2020 году 85 тысяч. Медуза, о стратегии, о жестких мерах король не сказал ни одного слова. Это чистой воды пропаганда и манипуляция. По-вашему, страна считается уверенной в своей стратегии, если радуется умершим, а не скорбит? Как? Люди не бессмертны? Средний возраст умерших от ковид в Швеции составил 84 года. Средняя продолжительность жизни в Швеции 83 года. То есть люди, умершие в Швеции от ковид, прожили на 12 лет дольше среднего россиянина. Средняя продолжительность жизни в России 72 года. Поэтому СМИ со своими нападками типа «шведы позволяют своим старикам умирать» совсем не напоминают пустобрехов. Насчет большего, чем у соседей, количества умерших. Во-первых, в Швеции намного больше мигрантов, чем, например, в Финляндии. Это влияет на структуру населения. Ну, например, в шведском городе Мальме 55% населения с миграционными корнями, в то время как в Хельсинки 16%. Во-вторых, шведы путешествуют дольше и больше, чем соседи. У них намного больше контактов с Великобританией, Испанией, Францией. И в-третьих, в Швеции живет намного больше очень старых людей, чем в той же Финляндии. А насчет плотности населения аргумент гиблый, потому что, во-первых, там в Стокгольме 1,5 миллиона людей, и есть и другие большие шведские города. И, во-вторых, густонаселенная Япония без жестких мер показала очень низкую смертность от коронагриппа. Что в итоге получается? Страны, которые истерично обесценивают шведский разумный подход, напоминают мне каких-то озлобленных гиен, которые ради, там, в частности, международной финпомощи готовы сдать свой народ с потрохами. Ну или же это намеренная бойня. А мы слишком трусливы, чтобы противостоять этой тирании. Ну не весело мне идти на конфронтацию. Но и в тирании тоже нет ничего веселого. Ну не помещают здоровых людей на карантин. Это основно не на науке, а на диктатуре. И меня не волнует цензура Ютуба, удалившего большинство моих ковидных видео. Я скажу то, что мне нужно сказать. Происходящее сумасшествие закончится сегодня же, если мы этого захотим. Вы должны отстаивать свой суверенитет. Вы, как суверенный человек, несете ответственность за свое здоровье. Правительство не несет ответственности за ваше здоровье. Врач не несет ответственности за ваше здоровье. Ваше тело – храм, и вы должны беречь его. Если вы надеваете маску, вы причиняете себе вред. Вообще она похожа на маску раба. Вы раб. Я не буду замешана в геноциде.
Если приказы вредят человечеству, я не буду им следовать, и точка. И меня не волнует там, я иначе потеряю работу. Меня не волнует ваша работа. Вы можете засунуть себе эту работу куда подальше. Наше общество прямо сейчас разрушается абсолютным меньшинством людей. Если вы следуете их указаниям, то вы участвуете в геноциде. Каждый медработник, залечивающий пациента до смерти неправильными протоколами лечения, высланными сверху, замешан в геноциде. Протоколы лечения, которые успешны, официально не принимаются. А врачей, которые вылечивают своих пациентов по этим протоколам, например, доктора Зеленко, убирают со всех социальных платформ. СМИ и социальные платформы. Вы по полной ответите за цензуру и пропаганду. Мы увидим второй Нюрнбергский процесс и международный трибунал за эту геноцидную врандемию. Шутки кончились. Пришло время отстоять свой суверенитет. Это призыв к действию. Вы перестаете подчиняться дьявольским приказам. Мы не должны больше позволять группке психопатов господствовать над нами. Часто наши поступки основаны на страхе, но пора проявить храбрость, еще можно все исправить. Мы должны коллективно не допустить лжи СМИ и свергнуть тиранов. Звучит просто, но это и есть просто.